Клавиатура поставляется в полностью разобранном виде, и вот что идет с ней вместе. А это комбинированный пуллер, кабель, пороновые гаскеты двух видов, скрюин-стабилизаторы, шестигранник и документация. В целом комплект приличный, и я считаю его достаточным для того, чтобы собрать клавиатуру и пользоваться ею. Клавиатура обладает Isolation маунтом, поликарбонатным плейтом с фликскатами. Ну и как я говорил ранее, PCB тоже с фликскатами и поддерживает скрюин-стабы. Кейс клавиатуры выполнен из алюминия с анодированием. Качество обработки и анодирования отличное, что меня несомненно порадовало. Также у кейса есть еще несколько небольших фишек. А это небольшой вес на задней части и очень удобное место под донгл на верхней грани. Честно говоря, при печати я не мог остановиться дергать этот слайдер. У клавиатуры приятный неравномерный флекс, который ощущается при печати, и мне это нравится, хоть это и Isolation на пороне, который мне лично не сильно заходит с точки зрения болтания платы в корпусе, но я бы не назвал это чем-то критичным, однако непродуманность в этом моменте прослеживается. Шумоизоляции здесь стандартный набор, а это тонкая шумка дна, которая также выступает как изоляция для платы, шумка с вырезами под HoodSwap сокеты, плейтфом и PE-фом. Приятному также можно отнести тримод, которым я пользовался на протяжении всего времени эксплуатации этой клавиатуры, а это 2 недели, и за все это время клавиатура не села. Хоть я и не пользовался этой клавиатурой на постоянной основе, а менял по необходимости. У клавиатуры есть VIA, а это для меня довольно важно в 75% клавиатурах, так как мне нужно заменить Escape местами с тильдой, потому что я мискликаю как дурной каждый раз. Так как тянуться тяжело, а тильды я никогда не пользовался. Ну и разумеется, важной настройкой для меня является управление медиа, то есть переключение треков и их остановка. Ну и бинт на правый альт для быстрой смены языка. На этом мои модификации окончились. Также хотелось бы отметить наличие 1000 Гц при использовании клавиатуры по донгу и по проводу, что крайне радует, так как эта клавиатура отлично подходит под игры. Но с учетом наличия QMK всегда можно разогнать герцовку клавиатуры, и когда я буду основательно понимать, как это объяснить, я сделаю об этом небольшой гайд. Свитчами были выбраны ПК свитчи с Longpole POM с темом и Double Stage пружиной в 22 мм и весом в ботами 58 грамм. А именно Ipamaker Shadow Black. Свитчи имеют так же, как и раньше, великолепный стоковый прилюб и не нуждаются в досмазке. Кейкапы тут стоят Earl Grey от тех же Ipamaker. Это даблшот ABS кепки с приятными бежевыми альфами и красными акцентами. И я считаю, что к этой клавиатуре они подошли как-никак лучше. Бежевый цвет сразу бросается в глаза, и мне прям нравится то, насколько они подошли к дизайну корпуса. Китинг у этих капов довольно странный. На удивление, здесь есть 1.5U моды, 2B, но нету 7U, 2.25 и 2.5U пробельчиков, что довольно странно. В данном случае они нам не нужны, поэтому все окей. Хаузинги и скобы стабилизаторов я смазал 205 G0, убрал PE пад и шумку с HoodSwap вырезами под плату, и получилось как-то так. К сожалению, если убрать всю шумоизоляцию в корпусе, появляется алюминиевый призвук и пинг от углов, хотя есть встроенный форс-брейк. Ну а чего, собственно, ожидать, если клавиатура и рассчитывалась под использование с шумоизоляцией? Поэтому не вижу смысла на это жаловаться. Звук получился достаточно приятным, в меру звонким и в меру глухим. В целом, это весьма неплохая клавиатура с приятным анодированным корпусом, невероятным флексом, подобный которому я еще не встречал. Если вам нравится ее дизайн, звук, флекс, то я не могу отговаривать вас от ее покупки, так как она, правда, неплоха. Кейкапы очень шершавые, хоть и обладают сомнительным китингом. Свитчи имеют прекрасную смазку, и я уже второй раз этим впечатлен. Подписывайтесь на канал, тыкайте на колокольчик, впереди много чего интересного. Минутка кринжа в конце.